Представьте, что ваш противник – огромный качок с внушительными суперсилами, а вы заметно уступаете в размерах. При этом у вас тоже имеются выдающиеся способности, но шансы на победу все равно минимальны. Именно такие сцены ждут вас в этом видео. Сейчас мы погрузимся в мир фантастических фильмов и вспомним лучшие рукопашные бои между обычным персонажем и здоровенным. Люди Икс. Последняя битва. Китти Прайд против Джаггернаута. Ты знаешь, кто я такой? Я Джаггернаут, тварь! Китти Прайд – девочка-подросток, в то время как Джаггернаут – огромный качок, способный проламывать стены своим телом. Тем не менее, именно на ее плечи легла задача спасти мальчика-мутанта от этого злодея. Используя свою способность перемещаться сквозь любые объекты и перемещать других, она остановила злодея, правда, совсем ненадолго. Спустя некоторое время героиня добралась до мальчика, оставалось увести его в безопасное место. Только вот рядом с ним ее способности, да и вообще способности любых мутантов, не работают. И, соответственно, пройти сквозь стены и выбраться из комнаты было никак. Никак, пока Громила не разнес с собой стену. То же самое он хотел сделать с юными мутантами, однако оказался побежден, при том, что Китти Прайд с мальчиком не пошевелили ни пальцем. Невероятный Халк. Эмиль Блонский против Халка. Пытаясь совладать с Халком, военные использовали огнестрельное оружие. Однако оно не помогло, и на сцену вышел Эмиль Блонский. Ранее он принял сыворотку суперсолдата, и та дала ему сверхчеловеческую силу, ловкость и выносливость. Смело идя на монстриллу, Эмиль нанес урон из гранатомета, а затем успешно уклонился от всех атак. Помнишь меня? Далее Блонский стал манить врага за собой и привел его прямо к звуковым пушкам. Халку было тяжело, но в итоге он разнес это оружие в пух и прах. То же самое он сделал и с Эмилем, который безрассудно пошел на него с одним лишь автоматом. Понадобился всего один удар, и военный отправился на больничную койку. Это все, на что ты годен? Люди Икс. Сначала Росомаха. Росомаха против Пузыря. Ты назвал меня Пузырем? Да нет. Имя Пузыря говорит само за себя. Посмотрите, каким огромным выглядит этот сверхсильный мутант. Тем не менее, Росомаха вышел с ним на ринг, надеясь после победы получить нужную от него информацию. Хотя X-Men бил изо всех сил, оппонент словно не ощущал ударов. Чего не скажешь о Логане. Но, к счастью для X-мена, противник помог себя одолеть. Когда Пузырь ударил своей головой его металлическую черепушку, главный герой пополнил список побед. Мстители. Тор против Халка. Мы не враги тебе, Бэннер! Постарайся понять! Выйдя наружу, Халк начал сеять хаос и замахнулся на Черную Вдову. Благо, Тор вовремя прибыл на помощь и вступил с ним в бой. Сначала Громовержец бился без молота, но даже так был хорош. А потом прилетел Мьёльнир, и это самая эпичная часть.
процессе боя Халк пытался поднять молот, но, разумеется, не смог. Это может сделать только достойный. Что касаемо итога, тут ничья. Бой прервал боец щита на истребителе. Он открыл огонь и таким образом спровоцировал здоровяка на себя. Однако человек катапультировался, и его ждала мягкая посадка. А зеленый упал на землю и трансформировался обратно в Брюса Беннера. Росомаха бессмертный. Росомаха против серебряного самурая. Сам по себе серебряный самурай не является громилой. Это старик с большущим роботизированным костюмом. Облачившись в эту мощь, он стремился отобрать регенерацию Росомахи, чтобы обрести бессмертие. Однако добиться этого было непросто, хоть костюм и мечи злодея изготовлены из адамантия. Во время поединка самурай сделал то, что не смог бы никто другой. Отрубил адамантиевые когти мутанта. После этого X-Men упал вниз, где пострадал от другого злодея, гадюки, которая ослабила его своим ядом, а затем столкнула с этажа. Приземлившись, антигерой снова встретил главного босса, но драться с ним был не вариант. Вместо этого мутант выключил свет, поломав когтями генераторы. Далее, незаметно подкравшись, антигерой отобрал у неприятеля один из мечей. Но как заставить его воспламениться, было непонятно. Так что негодник продолжил его превосходить и чуть было не отрубил когти на второй руке. Как же хорошо, что беднягу спас товарищ. Пока самурай был занят этим самым товарищем, Росомаха наконец активировал меч. Для этого нужно взять его двумя руками. Теперь он был готов надирать зад. И вот мы добрались до самой напряженной части поединка. Воспользовавшись беззащитным положением Росомахи, антагонист все-таки отрубил ему когти на второй руке. А потом, вогнав в обрубки когтей сверла, Плохиш буквально выкачивал его способность к регенерации. Тем временем бедняга тух на наших глазах. Но тут вмешалась Марико и спасла Логана отрубленным когтем. И Росомаха наконец-таки одержал победу. Сайонара. Тор Рагнарёк. Тор против Халка. Совсем обезумел? Позоришь меня, я сказал им, что мы друзья! Оказавшись на чужой планете, Тор попал в плен, и вскоре ему предстояло сразиться на арене с каким-то местным крутышом. Им оказался никто иной, как сам Халк, вооруженный двумя массивными молотами. Эй, Бэннер! Нет, Бэннер, только Халк! Ты чего? Это ж я! Тут Тор! В этот раз Тор был без своего Мьёльнира, но имел два меча, которые, правда, ему не помогли. Однако, завладев одним из молотов противника, он конкретно надрал ему зад. Чуть позже Громовержец попробовал успокоить монстра, используя прием Черной Вдовы. Тем не менее, Халк продолжил драку. Устав быть добряком, Повелитель Молнии превратился в грозного воина, а затем сломал орудие соперника. Но попытка вырубить буйного массивным молотом была безуспешна. Далее Тор упал от удара, и здоровяк его непрерывно избивал. Казалось, все, победа за более массивным бойцом. Однако сын Одина пробудил в себе невероятную силу – силу грома. Он был готов продолжать и даже почти одержал верх. Почти, потому что Грандмастер, болевший за Халка, вырубил Тора электрошокером. Итог – несправедливая победа Зеленого.
Мстители. Война бесконечности. Железный человек против Таноса. И все это ради капли крови. Чтобы воплотить свой план уничтожения половины вселенной, Таносу нужно было собрать все 6 камней бесконечности. Один из них находился у Доктора Стрэнджа, но на защиту магов стал Железный человек. Человек без суперсил, но с высокотехнологичной боевой броней. Однако и Танос не был безоружным. На его руке красовалась перчатка с 4 камнями бесконечности. Используя один из них, камень силы, он пустил мощную энергию. А затем антагонист повалил соперника на землю, после чего изрядно избил и серьезно повредил броню. Тем не менее, изобретатель продолжал борьбу. Продолжал, пока злодей не проткнул супергероя его же оружием. С этого момента миллиардер уже не мог сражаться, однако Титан его пощадил, ведь Стрэндж отдал камень времени в обмен на жизнь Тони. Мстители. Финал. Железный человек, Тор и Капитан Америка против Таноса. На этот раз против Таноса выступили аж 3 супергероя. Железный человек, как обычно, использовал боевую броню, Капитан Америка — щит, а Тор — гром, секиру и молот. Танос же был вооружен двухклинковым мечом. Несмотря на численное преимущество и мощное вооружение, супергероям пришлось непросто. Возможно, будь Тор в форме, битва далась бы им куда легче. И даже оставшись с Таносом 1 на 1, как в этой битве, Асгардец бы победил. Но в реальности супергерой едва не погиб от собственной гром-секиры. Хорошо громовержца спас Капитан Америка, который, как выяснилось, тоже достоин Мьёльнира. Я в него верил. Он стал превосходить врага и с помощью ударной волны, созданной молотом и щитом, смог выбить меч из рук противника. Жалко, остальные 2 супергероя тем временем валялись без сознания. Мне кажется, с ними бы Кэп не позволил перехватить инициативу, как это случилось в реальности. Выбив молот из рук Кэпа, Танос лишил его шансов на победу. А затем, вернув меч, сделал невозможное. Сломал щит из вибраниума, неразрушимого металла. Неудивительно, что команда потерпела поражение. Главный герой – парень против чувака. Это было улетно. Для тех, кто не смотрел или забыл, парень NPC из видеоигры, ставший объектом интереса множества игроков. Однажды на него напал чувак, массивный и недоработанный NPC с такой же внешностью. Я обожаю 3 вещи. Драться. 2 пункт. И что-то 3. Дабы убрать его со своего пути, парень использовал очки, предоставляющие на выбор разные предметы, включая и те, что из поп-культуры. Что за щит? Отсылки Marvel — это еще не все. Сцена также порадовала другим популярным предметом в кино — световым мечом из «Звездных войн». Пополнив ХП, парень взял это легендарное оружие для боя с чуваком.
Кроме того, есть отсылки на предметы из видеоигр, такие как фортнайтовская кирка, гравитационная пушка из Half-Life и портальная пушка из Portal. Да, завидный арсенал, но парень победил не с помощью силы, а смекалки. Когда герой был повален на землю, он надел очки на чувака, и мир в глазах последнего сразу же преобразился. Так парень затмил его интерес к драке. Лови, это вкусняшки. Капитан Америка. Новый мир. Капитан Америка против Красного Халка. Из-за необычных таблеток от проблем с сердцем президент Росс превратился в яростного Красного Халка и стал крушить все вокруг. Но, конечно же, Капитан Америка прилетел его остановить. Напоминаю, что в отличие от Стива Роджерса, нынешний Кэп не принимал сыворотку суперсолдата. Впрочем, отсутствие суперсил не делает его обычным бойцом. Он хорош тем, что мастерски дерется и пользуется крутым снаряжением. Это крылья из вибраниума, острые перья, которые запускаются из них, и так далее. Но при всем при этом шансы на победу над Красным были невелики. Также на Громилу обрушились беспилотные боевые вертолеты, но он особо не пострадал и с легкостью их разнес. В ходе схватки Крылатый заманил президента в место, вызывающее у того теплые воспоминания. Но это не помогло. Крушитель был настроен продолжать. Поэтому Кэп приготовился к драке и активировал боевые дроны. Неплохие аппараты, только Красному не составило труда с ними разобраться. А вот с Кэпом дела обстояли сложнее. Даже когда Крушитель схватил его за голову и сжимал шлем с чудовищной силой, он остался в живых. Но если бы не шлем из вибраниума, это была бы мгновенная смерть. Ударив по острому перу, торчащему в теле Росса, Кэп освободился. А далее собрался устроить эпичный энергетический взрыв. Напомню, его крылья способны поглощать и перераспределять кинетическую энергию. Бьющий по ним Громила сам же заряжал их, и когда накопленная энергия высвободилась, оба потеряли сознание. А потом герои пришли в себя, и Сэм закончил бой, повлияв на Росса речью. Такие вот дела. А какой подобный бой в кино нравится вам больше всего? Пишите в комментариях. На этом все. До скорого.